меня зовут Иван, и сегодня мы что делаем? Мы сегодня открываем коробку, а в коробке у нас увлажнитель. Мы решили купить увлажнитель, потому что нужно увлажнять воздух в квартире, а он сухой в квартире зимой. В общем, если хотите посмотреть, как будем открывать, оставайтесь с нами. Итак, вскрываем коробку в DNS. Купил я это дело. Называется Smart чего-то там. В общем, как всегда, это Xiaomi-шный продукт какой-то. Как всегда, китайский. Честно говоря, последний забрал. С витрины последний забрал. Поэтому упаковка не фонтан здесь. Здесь как бы дело даже не в самой упаковке, а в том, собственно, что за прибор. Прибор – это увлажнитель классического варианта. То есть это увлажнитель обычный, у которого такие диски есть, с которых вода испаряется. Почему такой лучше увлажнитель? Потому что если брать ультразвуковой, то, как я недавно выяснил, в принципе, это и раньше было известно, ультразвуковой увлажнитель испаряет в воздух все, что есть в воде. Все ее частицы, соли и все остальное. А этот вот с дисками, он испаряет только воду. То есть в воздухе оказываются только молекулы воды, которые вот с этих дисков испаряются. Сюда заливается вода, соответственно. Вот как он называется? SmartMe Extraporative Humidifier. С этим надо еще посмотреть, как оно все работает. Давайте вот инструкцию покажем. В общем, вот из чего он состоит. Верхний блок, контрольная панель, испаритель, Extraporating Basin, ну вот это вот какой-то, как говорится, модуль, емкость для воды Water Tank, ну и здесь соответствующие вентиляционные отверстия. Есть инструкция, сейчас будем изучать, и главное, что хорошо, что он умный, то есть им можно управлять с помощью всяких программ умного дома, типа там той же Алисы, Яндекса. Надеемся, что получится его подключить к ним. Здесь вот две точки, здесь две точки. Ну что, вот на этом на самом деле распаковку заканчиваем. Сейчас будем подключать. Ну что, продолжаем возиться с нашим новым увлажнителем. Мы сейчас будем заливать воду в него. Вот здесь вот такая вот есть наклеечка, которая говорит: пожалуйста, не забудьте извлечь из внутреннего отсека, да, вот где эти диски находятся, здесь вот есть такие вот предохранительные пластиковые штуки. Ну, как бы, да, упаковочные. Извлечь, и потом мы поставим сюда диски. Здесь вот есть индикатор уровня воды. Вот он, да. Мы сейчас сюда зальем, вот у нас есть 2 литра воды. Лучше, конечно, брать фильтрованную воду или такую, которая типа в бутылках. У меня только 2 литра, и тут можно заметить, что на самом деле сюда влезает, ну, наверное, где-то литра 4 как минимум. Потому что, видите, вот столько. Теперь вставляем диски сюда. Здесь простая система. Они намокают, вращаются, и из них испаряется, так сказать, вода. Вот эта шестеренка приводится в действие вот этим вот механизмом. Вот этим вот. Мы его ставим обратно. Так, вот закрепляем. Теперь включаю его в питание, в электричество. Электричество детям не игрушки. О, пискнул. Что тут на панели есть? Смотрим. На панели есть, видимо, это уровень воды. Вот 3 волны, 2, 1. Наверное, это уровень увлажнения. Но это надо прочитать в инструкции. Включили. Вот это автомат. Смотрим туда вниз. Ну-ка, интересно, вниз туда видно? Там, короче говоря, вращаются диски. Вот они начали вращаться потихонечку. И он здесь подул, соответственно, этим воздухом. То есть он вентилятором прогоняет через диски воздух, и с них вода испаряется. Ну а вот здесь вот есть кнопочки для, видимо, смарт-работы. Кстати, вот уровень воды. Вот здесь вот уровень воды, он показывает, что ее мало. Вот здесь вот ее много. То есть надо, на самом деле надо бы долить. Здесь вот моргает Wi-Fi, то есть надо бы его подключить к приложению. Ну а здесь вот есть на самом деле настройка уровня свечения этих индикаторов. Ну-ка, давайте свет выключим сейчас. Вот я лампу выключу, оп, чтобы вы увидели уровень этих индикаторов. Видите, он несколько, 3 разных уровня свечения. Это чтобы вам в темноте глаза не выжигало, как говорится. Это классно. Но а на самом деле, чтобы подключить его по Wi-Fi, нужно ставить приложение. Мне говорили, что для него придется какое-то там немецкое приложение скачивать. Но на самом деле, похоже, другие говорят, что не надо. Ну, в общем, на этом мы нашу
демонстрацию распаковки заканчиваем. Надеемся, что эта штука нам поможет увлажнить воздух. И в отличие от ультразвукового увлажнителя, который в воздух выбрасывает вместе с водой все всякие частицы и соли, и все потом покрывается белым таким пеплом, такой пылью. А чтобы этого не было, нужно туда всякие гранулят засовывать, воду фильтровать. В общем, ну не очень это. Еще надо заметить, что у этого тоже есть, конечно, недостатки. Вы погуглите, посмотрите другие ролики, потому что эти диски нужно мыть. И вообще вода может зацвести, если ее не своевременно там, как бы она застаивается. Но если нормально ухаживать, раз в неделю промывать и доливать своевременно воду, то ничего не будет. Кстати, доливать воду можно прямо отсюда. Прямо сверху вот в эту решетку льешь, и она туда прям стекает вниз. Вот, так что удобно. Сколько стоит? Стоит в районе 6000 в DNS. Ну, сейчас цены разные, непонятно, когда это будет, 6500 рублей. Сколько это будет стоить потом, непонятно. Ну, будем следить. Может быть, через какое-то время запишем еще ролик, как это все нам помогает. А может, не будем. Но главное, что это будет теперь частью нашего умного дома. Мы будем Алисе говорить: включи нам увлажнитель, она его будет включать. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь. Пока.